Китайский концерн Great Wall начал продажи нового рамного внедорожника Tank 500. Он был представлен в начале 2021 года и выпускается под брендом Tank, специализирующийся исключительно на производстве рамных внедорожников. Накануне стало известно о том, что Tank 500 2022 модельного года наконец-то поступил в продажу у себя на домашнем рынке, а в перспективе он может появиться и на рынке России. Пятиметровый внедорожник оснащается 354-сильным бензиновым V6, 9-скоростным автоматом и полным приводом с понижающей передачей. Стоимость автомобиля начинается от 335 тысяч юаней, около 5 миллионов рублей. Позже в гамме появится подключаемый гибрид на базе 2-литрового турбированного мотора. Новый Tank 500 по сути является конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник имеет длину 5070 мм, ширину 1934 мм и высоту 1905 мм, а его колесная база растянулась на 2850 мм. Благодаря таким размерам салон внедорожника может быть как 5, так и 7-местным с 3 рядами сидений. Tank 500 является первенцем новой рамной платформы Great Wall. У внедорожника передняя независимая подвеска, неразрезной мост сзади, по кругу установлены пружины. А альтернатива бензиновой битурбо-шестерки объемом 3 литра 354 силы 500 Нм с мягкой гибридной 48-вольтовой системой и 9-ступенчатым автоматом пока нет. Но, например, в Таиланде Tank 500 представлен с гибридной установкой на базе 2-литрового турбированного мотора. Отдача установки составляет 245 лошадиных сил и 380 Нм. А в Китае проходит испытание подключаемый гибрид на базе того же 2-литрового мотора. Всем модификациям положен тот же 9-скоростной автомат. Полный привод у новинки с муфтой подключения передней оси, демультипликатор и блокировка заднего дифференциала входят в базовое оснащение. А вот за переднюю блокировку нужно доплачивать отдельно. Благодаря дорожному просвету в 224 мм и высокому расположению воздухозаборников Tank 500 может преодолевать брод глубиной в 800 мм. В топовой версии Business Edition стоимостью 395 тысяч юаней, приблизительно 6 миллионов 320 тысяч рублей, внедорожник получил отделку салона из натуральной кожи и дерева. Мультиконтурные сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией как спереди, так и сзади, 4-зонный климат-контроль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном, 7-дюймовый тачскрин регулировки температуры для пассажиров 2 и 3 рядов, матричные фары, а также подножки с электроприводом и подсветкой. Дизайн 500-ки может меняться в зависимости от выбранной модификации. В частности, Tank предложит в 3 вариантах дизайна. Это стандартный с 18-дюймовыми дисками и запаской на 5-й двери. Топ-версия отличается двухцветными вариантами окраски, отсутствием запаски, 20-дюймовыми колесными дисками, решеткой радиатора и выдвижными подножками. А в модификации Black Samurai Edition внедорожник выделяется черными колесными дисками и затемненными хромированными деталями экстерьера. Все комплектации оснащаются полным набором известных систем безопасности, включая контроль состояния водителя, ассистента движения в пробках, автопарковщик и адаптивный круиз-контроль. До России 500-ка может добраться, но сначала у нас будет представлен более компактный и дешевый Tank 300. Как вы считаете, если Tank 500 появится в России, то будет ли он пользоваться спросом? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, также напоминаю, что помимо YouTube я есть в Телеграме, на Яндекс.Дзене, Рутюбе и ВКонтакте. Там выкладывается больше контента и автоновостей. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.